Сейчас мы переходим к самой трудной части, как работает наш анализатор. У меня есть авторские права на данный продукт, но я не против его свободного использования для малых финно-угорских языков, то есть всех, кроме финского, эстонского и венгерского. Я отказываюсь от своих прав, и вы можете делать все, что хотите. Я готов для этого поделиться исходным кодом. Можно это сделать и в рамках будущего проекта, но есть два условия. Один. Эти проекты должны быть некоммерческими и независимо от источников финансирования. Конечный продукт должен быть доступным для всех бесплатно. Два. Дает ссылку на меня или мой сайт, чтобы было ясно, кто придумал эту методику, и чтобы в дальнейшем я мог бы показать, как использовали мою методику. Но в своей основе анализатор имеет словарь и схему марийской морфологии. Словарь программа около так – это упрощение. Очень важно, что программа знает, к какой части речи относится слово, для того, чтобы знать, как слово может изменяться. Глаголы могут спрягаться, другие части речи склоняться. К предлогам может прицепляться притяжательный суффикс денем, с мной, но не падежные суффиксы и так далее. Перевод важен помощнику для чтения. Для спеллера это не очень важно. Спеллеру не надо знать, что слово значит, надо только знать, что он существует. Всем программам важно, чтобы были обозначены ударение и палатализация. Ударение важно, потому что оно влияет на образование других форм данного слова. Например, безударный в конце слова в винительном падеже заменится на «и». Ударный в конце слова в винительном падеже сохранится. Ударение необходимо знать, чтобы знать, что произойдет в винительном падеже, но орфография его не показывает, поэтому она специально маркирована. Маркирование палатализация в марийском языке очень далеко от оптимального. Например, «не» и «не» пишутся одинаково, но есть разница между «н» и «н». Для компьютерной программы это огромная проблема, когда в именительном падеже в конце слова стоит «не». Мы знаем, что безударный в винительном падеже должен превратиться в «и». Но когда «не» превращается в «н», появляется мягкий знак. Но если мы имеем данную информацию, мы имеем все, что нужно, так как марийская морфология действительно достаточно систематизирована. К сожалению, я не могу сказать, что и в других финно-угорских языках дело обстоит так же упорядочено, но в марийском языке в этом плане все в порядке.
По моему мнению, в марийском языке только два по-настоящему неправильных глагола. И для них можно в словаре просто иметь все варианты слова. Неправильность других неправильных глаголов вполне предсказуема, так что они не такие уж неправильные. Если в конце глагола первого спряжения «нч», «ндч», то в императиве будет «ч», «шинчаш», «шич» и так далее. Это всегда так и будет. Это в свою очередь означает, что компьютер может быть обучен этому как правилу. Какова схема марийской морфологии? У анализатора списка суффиксов в списке о каждом суффиксе дана следующая информация. Английский перевод, метод суффиксации и категория суффикса. Что значит метод суффиксации? В марийском языке различные суффиксы примыкают к различным основам разными способами. Например, притяжательный суффикс первого лица единственного числа обычно «м». Если в конце слова ударный «а», это будет только «м». Если в конце слова неударный «о», то «о» исчезает. Пёрт, пёртем. Ава, авам. Тумо, туммен. Надо сказать, хотя генерация марийской морфологии детерминистская, анализ такого не является. Если, например, рассматриваем слово «юмем», мы не можем знать, является ли для него базовая лексема «юмо» – «бог» или «юм» – «волосатик». «Юмем» может быть и «мой бог», и мой волосатик. Детерминистский анализ марийской морфологии невозможен. Но у другого суффикса будет другая методика. В нашем программе 5 методов суффиксации. Если наш суффикс попадает в группу D, то мы знаем, что он ведет себя как вышеупомянутый притяжательный суффикс первого лица единственного числа. И таким образом программа знает, как работать с ним.